Всем привет! И в этом видео, как и обещал, мы займемся постройкой горна для плавки алюминия. Для тех, кто не видел, подробное видео с изготовлением этой горелки можно найти у меня на канале, а перейти к нему можно по подсказке в углу экрана. Собирать печь буду из шамотного кирпича ШБ8. Размеры этого кирпича следующие: 250 на 124 на 65 мм. Камеру сгорания решил сделать шестиугольной формы. Для этого на кирпич наношу разметку. Для удаления всего лишнего использую болгарку с алмазным диском. При необходимости место реза можно подровнять алмазными черепашками. Кстати, покупал их на AliExpress, там они стоят совсем недорого. Кому нужно, ссылку оставлю в описании. Когда все кирпичи подогнаны, можно приступать к их склейке. Для этого решил использовать смесь для кладки печей. И это была большая ошибка, но об этом позднее. Замешиваю смесь согласно инструкции. Кирпичи вымачиваю в воде. Наношу раствор и собираю конструкцию. На время схватывания кирпичи решил стянуть веревкой. Когда смесь застынет, сматываю веревку и дополнительно подмазываю углы. Для большей надежности кирпичи решил стянуть проволочными хомутами. Каркас для крышки сделаю из 20-го уголка. Для плотного его прилегания с кирпича снимаю фаску с помощью напильника. Чтобы уплотнение крышки было кирпич по кирпичу, а металл не контактировал с раскаленными газами горна и не выгорал, под уголки было решено сделать выборку. Выставляю уголки и приступаю к сварке.
Крышка готова. Основной каркас также буду делать из 20-го уголка. Дно сделаю из листового металла толщиной 2,5 мм. Ради 3 отверстий в кирпиче покупать дорогую коронку по бетону не хотелось, и я решил сделать самодельную. Кусок трубы подходящего диаметра проточил в размерно токарном. Сваркой наварил зубцы, а после их заточил. Вначале все выглядело многообещающе. Но не пройдя и одного кирпича насквозь, самодельная коронка закончилась. В общем, как вы поняли, пришлось ехать в магазин и раскошеливаться. Отверстие в крышке было готово. Теперь делаю отверстие в дне горна под горелку. И тут меня снова ждал сюрприз. Surprise, motherfucker! Как оказалось, данная печная смесь настолько мощно склеивает кирпичи, что если бы я склеивал их с помощью грязи, то соединение получилось бы в разы прочнее. И если бы не проволока, нижние 6 кирпичей, скорее всего, также бы развалились. Всю эту печную говносмесь пришлось удалять и склеивать кирпичи повторно, но уже с применением высокотемпературного силикатного герметика для дымоходов и печей. Если вдруг решите собирать горн, то рекомендую сразу использовать такой герметик. Для перестраховки для нижних кирпичей также решил сделать обвязку из уголков. А также засверлиться в кирпичи, которые образуют стенки горна, забить туда арматуру и все зафиксировать сваркой. Сбоку делаю еще одно отверстие для горелки. Отверстие в основании делаю с помощью биметаллической коронки. Для удаления острых кромок удобно использовать шабер со сменными лезвиями. Брал его на Али. Кому нужно, ссылку на него, а также биметаллические коронки оставлю в описании.
Наношу разметку, сверлю отверстия и привариваю гайки для крепления колес. На полученную платформу устанавливаю чашу горна и привариваю. Снимаю размеры с каркаса и из стального листа толщиной 1,2 мм нарезаю панели корпуса. В верхнем листе вырезаю отверстие. Как говорилось ранее, чтобы металл не выгорал, сопряжение крышки и чаши горна должно быть кирпич по кирпичу, а для этого металлическую панель необходимо утопить ниже поверхности кирпича. Делать выборку буду также болгаркой и алмазным диском. Для точного выставления каркаса в верхнюю пластину с отверстием временно прихватываю к рамке из уголка. Отрезаю два отрезка трубы. Внутренние отверстия растачиваю так, чтобы туда свободно заходил шток амортизатора. Шток я использовал диаметром 20 мм. Наношу разметку и с помощью ступенчатого сверла делаю отверстие. Шток и направляющие втулки точно выставляю, а после привариваю. Shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, nah, I don't complain, just gotta flip the switch and you can go and obtain, anything you want, anything you need, your mind's got the key ingredient, it's belief, they're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy, even when you feel low, you can still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain.
Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. На нашу разметку и сверлю отверстие под заклепки. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Go, when you feel slow, you can still go. Go, when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Из арматуры и уголка делаю ручки для подъема и перемещения горна. В боковой стенке сверлю отверстие и привариваю туда трубку для фиксации горелки. В нижней части под горелку привариваю 90-градусный отвод. Напоследок все панели снимаю и готовлю под покраску. Для лучшей теплоизоляции полость между чашей из шамотного кирпича и металлическими стенками заполню базальтовой ватой. В отличие от обычной минеральной ваты, базальтовая не имеет в своем составе связующих на основе фенолформальдегидных смол, которые при нагреве выделяют вредные вещества. Чтобы теплоизоляция работала правильно, ее не нужно набивать плотно.
Краску использовал термостойкую. Горн готов. Его масса получилась почти 60 килограмм. Но благодаря колесам перемещать его очень легко. Отверстие для подачи пламени горелки я сделал в 2 местах, чтобы иметь возможность экспериментировать и определить оптимальное его расположение для максимально быстрой плавки алюминия. Неиспользуемое отверстие на время плавки можно закрыть заглушкой из газоблока или шамотного кирпича. Механизм открывания крышки получился максимально простой и надежный. Кому не внушает доверия, для демонстрации нагружу крышку тисками, масса которых 24 килограмма. Ручку открывания сделал съемной, чтобы во время хранения она не выступала за габариты. Устанавливаю горелку. Давление газа выставляю 0,1 мегапаскаль или примерно 1 атмосфера. Зажигать такие инжекционные горелки рекомендуется при закрытой заслонке подачи воздуха. Так вероятность хлопка или взрыва будет меньше. Вращением этой самой заслонки произвожу настройку пламени. Горный горелка есть, но для плавки алюминия необходим еще и тигель. Его я сделаю из баллона углекислотного огнетушителя на 2 литра. Разрезаю наполовину. Баллон от порошкового огнетушителя тут не подойдет, из-за тонкой стенки он быстро прогорит. Если заварить горловину, то из одного баллона можно сделать 2 тигля. Для устойчивости сделал 3 ножки из гаек. Для подъема и перемещения приварил 2 болта, а также изготовил захват с крюками. Чтобы лучше контролировать поток расплавленного металла при литье, приварил носик из уголка. Довольно болтовни, попробуем что-нибудь расплавить. Первую плавку решил провести с подачей пламени снизу. Плавить буду преимущественно автомобильные запчасти. Тигель для защиты от быстрого выгорания я покрыл жидким стеклом. При нагреве оно вспенилось. Должно ли так быть или нет, напишите в комментариях.
В качестве форм буду использовать консервные банки. Перед отливкой их прокаливаю для удаления краски. Поскольку плавил я достаточно чистые алюминиевые детали, то шлака как такового там не было, а потому никаких флюсов я добавлять не стал. С момента первой закладки металла и до литья прошло примерно 45 минут. Много это или нет, я пока сказать не могу. На улице в это время было примерно минус 3 градуса. Пока первая отливка остывает, сделаю еще одну плавку, но уже с горелкой, установленной сбоку. Плавить также буду автомобильные запчасти и запчасти от советских стиральных машин. Следующая плавка прошла быстрее, вероятно потому, что горн уже был хорошо разогрет. К концу плавки внешняя обшивка горна была теплая, но не обжигающая. Это значит, что теплоизоляция из базальтовой ваты свою функцию выполняет. Вот какие заготовки удалось отлить в ходе первого запуска горна. Сплав получился достаточно сыпучий и отлично обрабатывается на токарном. Лично я полученным результатом остался доволен. Как-никак, а несколько килограмм бесполезного алюминиевого лома превратились в несколько замечательных токарных заготовок. Забегая наперед, хочу сказать, часть из них я уже пустил в дело и изготовил из них детали для будущих проектов. Пару слов по качеству полученных заготовок. Литье получилось достаточно однородное, но присутствует большое количество очень маленьких пор. Возможно, их можно было бы избежать, добавив расплав флюс для дегазации или еще чего. В литейном деле я новичок, а потому если у вас есть опыт в этом деле, то обязательно пишите в комментариях под видео свои замечания и советы. Кстати, кому также интересна тема литья, рекомендую подписаться на канал Folkcraft. Там автор канала Андрей показывает данный процесс во всей красоте и в мельчайших деталях. В общем, лично от себя рекомендую реально годный контент. Так выглядит камера сгорания после нескольких плавок. Как можно видеть, с шамотным кирпичом все в порядке, а вот заглушка из газоблока начала трескаться. Кстати, полное остывание горна занимает примерно 20 часов. На этом данное видео я буду заканчивать. Если оно было вам полезно, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также обязательно пишите свои комментарии, замечания и предложения. Все ссылки на товары будут в описании, а пока желаю всем мира и добра.